Всем привет! Я Леха, вы смотрите канал про мотопутешествия «Активная жизнь». Продолжу свой рассказ о севере. В прошлой серии мы побывали в Беломорске, прикоснулись своими руками к истории многих тысяч лет. Съездили на старый причал искупаться в водах Белого моря и погуляли по берегам бурной реки Вык. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше интересных фильмов о путешествиях, исторических рассказов и различной полезной информации, которая может пригодиться в путешествиях вам. А если есть вопросы и пожелания, пишите их в комментариях к видео, обязательно все обсудим. Сегодня нам предстоит проехать дальше на север, пересечь полярный круг и доехать до Кандалакши. Это примерно 400 километров от Беломорска. Не спеша позавтракав и собравшись, выезжаем из Беломорска примерно в час дня. Погода хоть и солнечная, но на улице довольно прохладно. Уже чувствуется дыхание севера. Даже немного подмерзли в пути. Тем временем за спиной уже около 1500 километров. Дороги здесь пустые, поэтому рассчитываем доехать быстро. Кандалакша – это наш опорный пункт перед марш-броском вглубь Кольского полуострова. Здесь у нас еще есть возможность хорошенько отдохнуть и воспользоваться всеми благами цивилизации. После же нас ждут приключения за пределами асфальтовых дорог и пару ночевок в палатке на берегу моря. Время без 15:04. Люди вообще спать не ложатся, по ходу дела. Но об этом в другой серии, а сейчас продолжим. Спустя несколько часов мы доезжаем до полярного круга. По традиции делаем пару фото у Стеллы, немного отдыхаем и отправляемся дальше в путь в Заполярье. До Кандалакши нам оставалось еще около сотни километров. Пролетели эту сотню достаточно быстро, и к 6 часам вечера мы завершаем сегодняшний путь. Наша гостиница находится немного дальше Кандалакши. Проезжаем сквозь город и прибываем в отель «Крестовая гора». В 2019 году я здесь уже останавливался и остался доволен. В связи с этим сегодняшний выбор пал на него же. Отель представляет из себя большой дом из сруба. Есть стоянка, отдельная баня и беседка на улице. На первом этаже есть довольно просторный ресторан. Возможно заказать размещение с питанием, чем мы и воспользовались. В связи с тем, что питание привозное, его необходимо заказывать заранее. Однако, несмотря на это, еда довольно вкусная. В целом, чувствуешь себя в отеле по-домашнему. Я бы назвал все это уголок уюта на краю цивилизации. Почему именно так, поймете позже в следующем фильме. Немного отдохнув, решили прокатиться по окрестностям. Поблизости есть каменный лабиринт, который называют Вавилоном. Туда и попробуем добраться. Находится он примерно в 4 километрах от Кандалакши, на берегу залива. По рассказам, Вавилон представляет из себя сложенные особым образом небольшие камни, образующие замысловатые ходы в форме спирали. Считается, что выложили их первобытные люди. Но с количеством легенд, связанных с этими лабиринтами, можно вообще сбиться со счета. Естественно, в большинстве случаев им приписывают эзотерические предназначения и мистические свойства. Кто-то считает, что это врата в иные миры. Есть версия, что это первобытные машины времени, позволяющие через измененное состояние сознания присоединиться к информационному центру Вселенной и получить любую информацию. Существуют и более реалистичные версии, к примеру, что они использовались в качестве алтаря для жертвоприношений и различных ритуалов. Лично я во время путешествия на север в 2019 году в Луозерском районе общался с местным жителем, коренным саамом, который мне поведал, что каменные лабиринты создавали саамы. Они имели для них несколько предназначений. Первоначально выкладывались в качестве родословного дерева. Родился ребенок в семье и выкладывался камушек. Второе предназначение – это самобытный компас, а работал он так. Со слов собеседников, вход в лабиринт находился в направлении юга. Отбившись от своего стада оленей Саам, находил лабиринт и с помощью него находил направление, в какую сторону идти, чтобы найти свое стадо и семью. Ведь он точно знал, в какое время года, в какой стороне света пасется стадо оленей. Ведь они следуют своему биологическому компасу, и лабиринт попросту помогал определить Сааму направление поиска своего стада. В поисках лабиринта проехали немного по асфальту в сторону Умбы, а далее свернули на грунтовку. Склоны довольно крутые и сыпучие, и мы решили не рисковать, и оставили мотоцикл на поляне.
От поляны на горе до отмеченной точки на карте навигатор показывал 2 километра пешком. Спустившись вниз по крутым склонам примерно на километр, навигатор начинает показывать еще 4 километра. Идти дальше мы не решились. Походы по горам в мотоэкипировке, да еще и не в свойственную для этих мест жару, довольно сильно нас вымотали. Решаем вернуться обратно к поляне. После первой неудачной попытки найти лабиринт мы не сдаемся. И в надежде проехать другой дорогой едем дальше. Мы катаемся по местности и любуемся красотами края. Спускаемся с горы и въезжаем в лес. На этот раз на пути огромные лужи. Преодолевать вброд не решаемся. Неизвестно, насколько тут глубоко и как надолго можно здесь застрять. Местность кажется безлюдной и помочь может быть некому. После небольшого прохвата по лесу едем в Монастырский Наволок погулять по берегу Кандалакшского залива. Монастырский Наволок – это уникальное историческое и природное место Кандалакши, назван в честь монастыря, основанного в 16 веке. До наших времен сохранился только фундамент церкви. В 2003 году в той части фундамента, где ранее находился алтарь, установлен поклонный деревянный крест в память о разорении Кандалакшского монастыря в 1589 году. На Наволоке находится памятник жертвам интервенции 1918-1920 годов, памятник воинам улицы Заречной, а также одно из первых поморских кладбищ. Находится это место на левом берегу устья реки Нива. Доехав до Кандалакши, поворачиваем на Жемчужную улицу. Едем до упора, Жемчужная улица заканчивается, вместе с ней заканчивается и асфальт. Но начинается Заречная улица со своими колоритными видами. Выехав, видим странное двухэтажное здание из бревна. Это должна была быть гостиница, но, судя по всему, достроена она уже не будет никогда. Проехав еще немного дальше, мы оказываемся на месте. Здесь есть небольшая поляна, и мы оставляем мотоцикл, чтобы прогуляться по берегу моря пешком. Нам открываются прекрасные виды на Кандалакшский залив. Полюбовавшись красотами, спускаемся по тропинке к воде. Природа здесь очень и очень красивая. Описать словами сложно, лучше увидеть все самому. Белое море, обрывистый берег, огромные валуны, сосновый лес и чистейший воздух. Гулять и наслаждаться можно часами. Это одно из красивейших природных мест, где мне удавалось побывать. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Наверное, по итогам всех серий о путешествии на север составлю список самых красивых мест. Быть может, кому-нибудь эта информация пригодится для планирования будущих поездок. Есть информация, что здесь произрастает множество растений из Красной книги. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не могу, но то, что здесь очень живописное место, это точно. Кстати говоря, вдоль берега моря есть тропа до того самого лабиринта, до которого нам так и не удалось дойти. Поддерживается порядок здесь силами энтузиастов. Каждое лето школьники и сочувствующие приходят на этот берег и проводят уборку, о чем и свидетельствуют установленные ими таблички с просьбой о соблюдении чистоты. Полностью поддерживаю начинания людей, заботящихся о чистоте окружающей среды. Сами с единомышленниками периодически собираемся и облагораживаем берег озера в нашем городе. Ведь есть люди, которые говорят, что там или там грязно, однако сами же и не убирают за собой мусор. Ведь всегда нужно начинать с себя. Тогда и мир станет лучше. Покатавшись по окрестностям Кандалакши, мы вернулись в отель отдыхать и набираться сил. Ведь в ближайшие пару дней нас ждут бездорожье, Варзуга, Аметистовый берег и палатки. Понравилось видео? Ставь лайк, следи за выходом новых серий. Благодарю за внимание. Всем пока!